честно говоря, я не собирался делать этот фильм сейчас. Но вчера я попал на концерт замечательного трио Александра Ситковецкого, и когда они начали играть эту музыку, а вообще подбор музыки к фильму – это одна из самых сложных задач, для меня во всяком случае. Редко, когда мне вот совсем нравится то, что я подобрал, чаще всего я с этим как бы окей. Но вот когда они вчера заиграли это трио, у меня в голове сразу возникла эта Мадонна, которую мы видели в музее одной картины меньше, чем полгода назад. И как-то вот это видение этой Мадонны и адажио из этого трио настолько наложились друг на друга, что я понял, что этот фильм надо сделать именно сейчас и с этой музыкой. Пьеро делла Франческо. Художник надолго и прочно забытый. Это сейчас он считается одним из столпов раннего Возрождения. Но чуть ли не до начала XX века знали о нем только специалисты. Как это получилось? Ну, собственно, это не новость. В искусстве такое бывает. Каспар Давид Фридрих, например, тоже был открыт совсем недавно. Да и великий Бах был забыт чуть не на 1,5 века. Спасибо Мендельсону, который его переоткрыл. Пьеро делла Франческо родился в Сан-Сеполькро. Это небольшой городок на самом краю Тосканы. Тогда он назывался Борго-Санто-Сеполькро, то есть деревня, так сказать, имени храма гроба Господня. Отец Пьеро умер до его рождения. Мать происходила из деревеньки еще меньших размеров, Монтерки, здесь же неподалеку. Мать его звали Ла Франческа, поскольку она вышла замуж в семью Франческо, и сын получил тоже имя. Но ее девичье имя включает да Монтерки, то есть из Монтерки. Монтерки – это совсем маленькая деревушка ровно на границе Тосканы и Умбрии. Но все, о чем мы сегодня будем говорить, произошло именно здесь. Когда-нибудь я сделаю фильм о Пьеро делла Франческо. Но, собственно, есть несколько очень интересных лекций, например, профессора Вильяма Клоса «Великие художники итальянского возрождения. История европейского искусства» и «Шедевры мировой живописи». Все они есть на thegreatcourses.com. Ну вот, фреска, о которой мы говорим, была заказана для Санта-Мария-ди-Моментано. Это маленькая старая церковка на окраине Монтерки. Дело происходило в середине XV века. Датировать эту фреску точно нельзя. Скорее всего, это где-то в районе 1460-го. Датировка осложняется тем, что церковь захерела, прихода там и не было, поэтому фреска забытого художника в маленькой церковке в дальней деревеньке оказалась забыта. На века. Никто и не знал о существовании этой фрески. Кроме того, в 1785-м случилось землетрясение, здание почти разрушилось, да там и после этого были землетрясения, последнее в 1997-м. В конце концов, из этой церковки сделали такую кладбищенскую капеллу, потом ее расширили,
При этом фреску отделили от стены и поместили в главный алтарь этой новой капеллы, и снова о ней забыли. Да никто, собственно, и не знал, что это Пьеро делла Франческо. Лишь Вазари пишет, что в 1459-м Пьеро делла Франческо был в Сан-Сепулькро, поскольку умерла его мать. Вот, видимо, тогда ему и заказали фреску для родной деревни матери. В общем, только к концу XIX века поняли, что это Пьеро делла Франческо. К этому времени фреска находилась не в лучшем состоянии. Это уже потом туда случилось паломничество режиссеров Пазолини, Тарковский. А тогда, в конце XIX века, даже вода капала сквозь дырявую крышу разрушающегося здания. В конце концов, фреску перенесли на металлическую сеть на деревянной основе, поместили в заброшенную школу, отреставрировали, и теперь она находится в музее, посвященном только этой фреске. Практически тоже на окраине Монтерки. Ну вот, сегодня работы Пьеро делла Франческо почитаются во многих церквях и музеях, к ним паломничество. И надо сказать, что женщины на его фресках всегда очень необычны и в чем-то друг на друга похожи, глубоко погруженные в себя, совсем не парадные, скорее печальные. Такова и Мадонна дель Парто, к которой я так долго подхожу. И это, конечно, не зря. К восприятию Мадонны дель Парто нужно подготовиться. В музее, например, вам сначала покажут фильм о ней. Очень хороший, я буду использовать из него несколько картинок чуть дальше. И только потом мы входим в затемненную комнату и застываем на пороге. А почему, собственно? Что производит такое впечатление? Композиция очень простая, на первый взгляд, во всяком случае. В самом деле, если не считать ангелов, а их и не надо считать, потому что, во-первых, единственная их функция – это раздвинуть полог шатра, а во-вторых, художник подчеркивает их неважность тем, что они не индивидуальны, более того, идентичны, они просто симметрично отражены, и цвет другой. То есть, если не считать этих ангелов, то героиня на картине всего одна. Более того, здесь ничего не происходит. То есть, совсем ничего. Действия-то никакого нет. Есть, конечно, но мы его не видим, мы о нем догадываемся, и мы ощущаем его по лицу и фигуре этой молодой женщины, потому что она так явно, так видимо погружена в себя. Мы понимаем, что там-то как раз все это действие и происходит. Вот это-то мы как раз чувствуем. И какими лаконичными приемами Пьеро делла Франческо этого добивается. Вот уж точно гениальность – это никогда нечего прибавить, это когда нечего отнять. Давайте посмотрим. Вот ее рука, правая. Она даже не лежит на животе, она этот живот трогает. И как аккуратно, с какой нежностью. Ведь эта рука с ребенком разговаривает. Левая рука лежит на бедре, и это совершенно естественный жест. Любая глубоко беременная женщина так делает.
мы же знаем, но тяжело ей, и спина болит. Мы это все видели. А главное – лицо. Тут я вообще отказываюсь что-либо говорить, я просто не знаю, что тут сказать. Ну, ладно, давайте попробуем выдохнуть от первого впечатления и посмотреть чуть глубже. Давайте попробуем чуть разобраться. Во-первых, никакой важной атрибутики, относящейся к Мадонне, здесь нет. Никаких слов, вылетающих из ее рта или находящихся поблизости. Даже книги нет, с которой она практически всегда изображается до рождения Иисуса. Платье на ней уже не сходится, спереди оно расстегнуто, и мы видим белое белье внутри. Белое – это символ чистоты. Платье, кстати, очень похоже на то, которое написал Беато Анджелико примерно в это же время. Теперь, мы видели много Мадонн. Их ведь написано бесчисленное количество за века. И некоторые из них беременны. Эта тема какое-то короткое время была популярна. Кроме того, беременной Мадонну обычно изображают на сцене «Визитейшн» – встречи Девы Марии со святой Елизаветой, матерью Иоанна Крестителя. Да и там не всегда они явно беременны, то есть вот несколько изображений просто навскидку, и только на одном видно, что обе они беременны, особенно Дева Мария. Но и здесь беременность не подчеркивается, а скорее констатируется. У Пьера делла Франческо же на нашей фреске беременность и есть основная тема. Это первое, что мы сразу понимаем. Давайте теперь посмотрим на ангелов. Во-первых, они разноцветные, и цвета их не случайны. Мы знаем, что цвета в живописи того времени, в живописи эпохи Возрождения несут повествовательную нагрузку. Вот, например, еще одна картина, написанная в то же самое время. И здесь ангелы практически тех же цветов, что мы видим у Пьеро делла Франческо. Теперь, ангелы не просто симметричны, это копии, зеркально отраженные. Симметрия этих ангелов, да и всей композиции, не случайна. Дело в том, что Пьеро делла Франческо был очень хорошим математиком, геометром. Например, правильная точка для зрителя может быть здесь вычислена. Она определяется геометрически. И, кстати, тогда можно увидеть, ну, если не увидеть, то понять трехмерную структуру шатра. Это картинки из того фильма, который показывают в музее. Я говорил о нем в начале. Ну вот, трехмерную структуру шатра, под которым или в котором стоит Мадонна. Это такой усеченный конус на столбах, которые скрыты под двумя слоями материи. Внутренний считается, что из беличьего меха, и внешний – это красная парча. Парча декорирована цветами граната. Гранат – это символ плодородия, в смысле плодовитости, и одновременно символ страстей Христовых. Ну вот, стоя в этой идеальной точке, которую Пьеро делла Франческо рассчитал, можно увидеть целый сон геометрических форм и фигур, которые имеют и математическое, и теологическое значение.
Здесь и пятиугольники, и золотое сечение, и, конечно, сферы. Положение фигур на фреске тоже строго геометрическое. Мадонна точно в центре шатра, ангелы чуть впереди ее. Ноги ангелов расположены точно по диагонали пола, а сами они под углом в 45 градусов к центральной оси шатра. Дальше можно провести равнобедренный треугольник с основанием на уровне исчезающей точки. Мы говорили, что такое исчезающая точка в одном из фильмов о золотых дверях флорентийского баптистерия. Сейчас долго это объяснять. Ну вот, если построить равнобедренный треугольник с основанием на уровне этой самой исчезающей точки и с вершиной в точке соединения пологов шатра, то стороны треугольника пройдут ровно по рукам ангелов. То есть художник показывает нам этот треугольник. Второй треугольник с вершиной вниз – это символ женщины, женского начала в искусстве с древнейших времен, чуть ли еще не с Египта. Гравитационный центр обоих треугольников в самом центре фрески, вот прямо там, где младенец. Теперь выше вот той крыши шатра, которую мы видим, было что-то еще, ну вот хотя бы верхняя часть. Но эта часть утеряна, как и боковое обрамление фрески. Сейчас ее размеры примерно 2 на 2 метра, а изначальная ее ширина предполагается 2,5 метра, чуть больше, чем 2,5. Теперь снова по поводу шатра. Некоторые ученые полагают, что шатер здесь – это символ ковчега Завета, в котором хранились каменные скрижали с 10 заповедями, переданные Всевышним Моисею и, по-видимому, увезенные из Иерусалима вавилонянами в 597 году до нашей эры, ну, плюс-минус. Ну вот, если шатер – это ковчег Завета, то Мадонна – символ Святого Грааля, который содержит в себе будущего Спасителя. Вот как сфера заключает в себе додекаэдр, так и Мадонна заключает в себе будущего Спасителя. Более того, один из исследователей предположил, что этот живот – автопортрет художника. По-моему, смелая и очень интересная мысль. Теперь, овалы нимбов повторяют два овала шатра, верхний и нижний. Хотя можно увидеть еще несколько. Если соединить центры этих овалов, то линия пройдет, понятно, точно по центру симметрии шатра и самой фрески. На центре этой линии и находится, должен находиться, глаз зрителя. Вот ровно там младенец и есть. Теперь цвета, вот такое настойчивое чередование красного, зеленого и синего. А ведь это цвета герба Монтерки. Там на этом гербе Геркулес побеждает Гидру в одном из своих подвигов. А по легенде именно Геркулес Монтерки и основал. И ровно после этого подвига. Теперь один технический вопрос. Мы не знаем, сколько времени Пьеро делла Франческо обдумывал эту фреску, но написал он ее за 7 дней, потратив на само написание около 30 часов. Ведь фрески пишутся по мокрой штукатурке. Когда она высохла, писать уже нельзя. Краски в нее не проникнут. Поэтому штукатуркой покрывается только та часть стены,
которую в этот день художник намеревается написать, не больше. Это и называется giornata, то есть количество работы, которую можно сделать за один день. Заказ, видимо, был довольно дорогой. Мы видим, например, использование большого количества лазурита, а это ведь очень дорогая краска, доставляли ее из Афганистана через Венецию. Ну вот, все эти объяснения и анализ любой, это, конечно, важно для более глубокого понимания, но и не важно, потому что эта фреска, с первого взгляда просто дыхание спирает. Причем в комнате тишина. Не такая, как в Сикстинской капелле, где служители каждые 5 минут напоминают толпе, не очень-то расходиться уж. Здесь люди почему-то замолкают сами. Может быть, потому что и вокруг нее тишина. Вот вокруг нее ведь ничего не существует. Даже ангелы, ни она их не видит, ни они ее. Давайте обратим внимание, обычно на любых картинах ангелы как-то связаны с центральными фигурами. То ли они на них смотрят, то ли они им что-то дают, приносят. Здесь ангелы смотрят на нас. Они Мадонну-то не видят. А она, может, даже и не подозревает об их существовании. Потому что нет вокруг нее ничего. Только она и то чудо, которое в ней совершается. Она ведь внутрь смотрит. Вот 500 прошло, больше. Сколько всего происходило вокруг. А вот она стоит, и отойти от нее невозможно. Но ей это сейчас, наша реакция, ей это все равно. Для нее сейчас ни ее роль, ни будущее ее ребенка, ни спасение мира не имеют никакого значения. Все, над чем она сейчас сосредоточена, происходит внутри. Поэтому никакого внешнего мира просто нет. И еще на одну вещь хотел обратить внимание. Где здесь святость-то? Где здесь специальный акцент на то, что это Богоматерь? Да, над ней нимб, но он такой, что, может, это вообще продолжение шляпки, головного убора. Да, ангелы тут вокруг нее. Так над любой беременной женщиной ангелы летают. Что здесь особенного-то? Вот поэтому мне кажется, что еще один аспект величия этой картины, этой фрески, в том, что она гораздо шире любой религии, любой конкретной беременной женщины, даже если это Богоматерь. Так мне кажется. Мы не знаем, кто она. Может быть, Пьеро делла Франческо написал свою мать, ведь он писал эту фреску сразу после того, как она умерла. А может быть, просто какая-то местная крестьянка? Очень возможно, что он увидел такую молодую женщину на улице с преображенным лицом. Мы ведь встречаем иногда таких женщин, погруженных в то единственное чудо, которое в них сейчас происходит. Только мы-то проходим мимо. Пьеро делла Франческо не прошел.